Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья. И сегодня, как всегда, жаркое воскресенье и проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Присоединяйтесь, друзья. Никогда об этом не пожалеете, а в комьюнити Forex Times, напоминаю, вы найдете прогнозы на основе комплексного анализа, а именно, который включает в себя данные срочного рынка Чикагской товарной биржи, опционные фьючерсные контракты, волновую теорию Ральфа Эллиота, данные по поведению толпы брокера Оанда и основные сильные горизонтальные диапазоны или уровни поддержки и сопротивления, а также вы найдете торговые сигналы, разумеется, с обязательным стоп-лоссом, тейк-профитом, графическим обоснованием каждого торгового сигнала и также обучение. Все это включено в комьюнити, поэтому напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения, и я вам все расскажу, покажу, и вы примете единственное правильное решение. Я очень на это надеюсь, что мы с вами поработаем вместе. А сегодня уже традиционно три торговых инструмента, и снова сегодня будет евро, золото и франк, причем евро и франк в связке. Почему я вновь их выбрал? По той простой причине, что за последнюю неделю практически ничего существенно не изменилось. На рынке по торговым инструментам сильных импульсов мы не увидели. Единственное, что разворот может быть по нефти, но по нефти и так уже было много сказано, да, и приходите в комьюнити, там вы узнаете, как мы будем входить по нефти, ну и, разумеется, вы прекрасно понимаете, в каком направлении мы это будем делать, потому что треугольник, как предпоследнюю волну по нефти, я думаю, видят с точки зрения волновой теории Эллиота абсолютно все. Ну что ж, давайте начнем с золота и закончим евро-доллар и доллар-франк в связке. По золоту, друзья, основная идея, она абсолютно никуда не делась и не изменилась. Это образование конечного диагонального треугольника только с одним вопросом. А закончилось ли уже снижение, или мы все-таки еще увидим снижение на пятую волну с обновлением минимума и только после этого разворачиваться вверх. То, что золото с очень большой вероятностью покажет рост, нам намекает не только волновая теория Эллиота, нам намекают еще и профессиональные участники Чикагской, прошу прощения, товарной биржи, выставляя огромные опционные контракты call и не выставляя практически вообще пустота. Внизу пустота, нет никаких ожиданий, есть только небольшой забор, если можно так сказать, из контрактов put, которые показывают, что если цена хотя бы немного упадет с обновлением минимума, ее уже будут откупать, потому что опционными контрактами put, как скорее всего и опционными контрактами call, огромными этими скоплениями, профессиональные участники рынка в большинстве своем хеджируют свои фьючерсные контракты. Опционами put хеджируются контракты на рост торгового инструмента, опционами call хеджируются на снижение. Вот, собственно, все, что касается Чикаго, почти все, что касается Чикаго. А теперь, друзья, покажу, образовался один из моих любимых паттернов пин-бар с отработкой ликвидности. Не просто пин-бар, когда цена падает и вдруг образуется пин-бар, то всегда есть вопрос. А с чего он тут образовался? Где тут была ликвидность? Дело в том, что вы прекрасно, скорее всего, знаете, для того, чтобы войти крупному участнику в рынок, ему нужно найти некую ликвидность. Потому что если вам дать $1 000 000, вы будете работать без проблем. Дать 5 миллионов, 10, у вас проблем с ликвидностью не возникнет. Вы захотите войти в рынок, вы сможете открыть ордер и войти в рынок. Но если вам дать 10 миллиардов и сказать «работайте», вот у вас возникнет проблема. Потому что захотите вы в рынок заскочить на 10 миллиардов,
на покупку, а кто вам продаст в этот момент? Если это не опционные контракты, например, Чикаго или там фьючерсные контракты Чикаго, все-таки Чикаго самая крупная биржа в мире, то вы ликвидность не родите. Вот на спотовом рынке, например, ночью по торговому инструменту американский доллар против швейцарского франка, если вы просто зайдете на 10 миллиардов долларов, поверьте, рынок улетит в ту сторону, в которую вы зайдете. Вот только вы не зайдете по той цене, по которой вы хотите это сделать. Потому что рынок будет лететь, а ваши ордера будут исполняться частично на каждом тике. То есть ваш ордер будет размазан, ваши 10 миллиардов. А вы же хотели внизу зайти, чтобы рынок вырастет. Не, вырос. Но нет, так не получится. Поэтому вам нужна ликвидность. Где искать ликвидность? Ну, где-то на максимальных и минимальных значениях. В чем логика данного пин-бара? Цена упала. Все прекрасно видят этот конечный диагональный треугольник. Весь мир, я думаю, его видит. И вдруг цена начинает разворачиваться вверх. Что происходит? Толпа начинает покупать. А когда толпа покупает, куда она стоп-лоссы выставляет? Ну, конечно, вот сюда, под минимум, правильно? Это же в каждой книжке написано. Прекрасно. А еще есть люди, которые не верят в рост, а верят в продолжение снижения. Следовательно, они выставляют отложенные ордера sell-stop. А следовательно, ордера стоп-лосс покупателей – это продажа. Sell-stop, разумеется, продажа. И вот в данном месте сидит большое количество ликвидности. А учитывая, что только на Чикагской товарной бирже капитализация 423,5 миллиарда долларов данного торгового инструмента, можете представить, какая здесь ликвидность сидит на спотовом, к примеру, рынке, где золото торгуется, либо по всему миру какая ликвидность может сидеть на разных биржах. Что происходит? Цена резко падает вниз и просто выбрасывает из рынка лишних пассажиров, а потом вот эту всю ликвидность. Ведь когда открывается огромное количество ордеров на продажу, я только что приводил пример про 10 миллиардов, открывается огромное количество ордеров на продажу. Что происходит? Конечно, рынок, по идее, должен полететь вниз. Его толкает вниз, но нет, посмотрите, что происходит. Рынок, наоборот, разворачивается вверх. То есть у кого-то хватило сил всю эту ликвидность пожрать, так еще после этого рынок развернуть. А теперь вопрос. И этот человек, организация, скопление организации, они терпилы или все-таки они что-то знают? И они, наверное, хотят или предполагают, что рынок будет расти. Ведь они хотят получить выгоду, они хотят заработать деньги. Вот один из моих любимых пин-баров, и вы можете обратить внимание, вот он еще раз был буквально несколько дней назад. Опять же, минимальное значение. Опять же, рынок начинает расти, и вдруг кто-то ням-ням-ням, ликвидность, и вверх. Посмотрите сюда, то же самое, абсолютно. Рынок начинает расти от минимального значения, появляется пин-бар, кто-то ликвидность ням-ням-ням, и затаскивает рынок вверх. К сожалению, вот здесь высоко не получилось, а вот здесь получилось. Здесь соотношение стоп-лосса к потенциальному тейк-профиту минимум 1 к 3. Это хорошо. Поэтому, друзья, предлагаю отработать данный торговый инструмент на покупку. Да и на самом деле, в любом случае, если мы с вами обратимся к данным опционного рынка Чикаго, то мы с вами просто увидим количество контрактов. Здесь 20 тысяч контрактов, здесь 16 тысяч контрактов. А вот здесь сколько? Здесь вообще двадцатка совокупно наберется, 10, да тут двадцатка даже не набирается совокупно. А наверху, если мы еще обратим с вами внимание, там еще наверху вон 2 миллиарда долларов, 2 миллиарда долларов. Но сейчас я покажу то, что мне очень не нравится. О, друзья, вот это мне очень не нравится. На уровне 8 тысяч, 8 килобаксов за тройскую унцию у нас располагается
9 миллиардов долларов, даже не хочу считать там с копейками, 9 миллиардов долларов. Это ноябрьские контракты с ноябрьской экспирацией. Вопрос, а кто ж 9 миллиардов долларов выкинул в мусорку, предполагая, что цена может вырасти в 2 раза? И я даже не хочу предполагать, что в мире может произойти, хотя варианты есть. Я думаю, вы тоже парочку вариантов моментально можете подкинуть себе в голову, что может произойти. И это очень плохие варианты, очень плохие. А самый плохой вариант, после которого люди снова начнут делать у-у-у и воевать палками и камнями. Это вариант вообще самый-самый плохой. Я надеюсь, что у рыжего дядьки из Белого дома, штата Вашингтон, у него там мозгов хватит для того, чтобы не заставлять золото расти в 2 раза. Но если золото вырастет, поверьте, там все сценарии, которые вам даже знать не хочется. Вот. Так что рассматриваем золото, конечно же, на покупку. Если вас интересуют целевые уровни, можете рассматривать, ну, к самому ближайшему. Это вообще 4475 долларов. Но лучше рассматривать к уровню 5000, 5150. Вот в том направлении. А теперь евро и франк в совокупности. По евро ничего не изменилось 2 недели. Вот если посмотреть недельные контракты и открыть таймфрейм H4, вот у нас 2 недели. Одна неделя торгов, вторая неделя. Вопрос, ну и что у нас изменилось? Да абсолютно ничего не изменилось. Нету импульса вверх, разумеется, никакого импульса по-прежнему нету вниз. И основная идея по евро – это образование диагонального треугольника, у которого есть только один вопрос. Раз, два, три, четыре, пять. Есть только один вопрос. А волна 4 уже закончилась или нет? Если волна 4 закончилась, мы увидим снижение торгового инструмента к уровню 1.1270. Это 7544 опционных месячных контракта put, откуда мы будем покупать. И покупать мы будем минимум в направлении уровня 1.1570, а то и выше. А вот это «а то и выше» я скоро вам покажу. Но ежели волна 4 еще не закончилась, то мы увидим еще рост к уровню 1.1570. Ну а теперь вы догадываетесь, скорее всего, после чего мы продаем в направлении 1.1270, после чего мы покупаем, а покупать мы все равно будем. После чего огромные продажи. Вот этот второй вариант мне очень-очень сильно нравится, потому что можно взять раз, два и три. То есть это торговый инструмент, который может сделать всю вашу годовую прибыль. Это шикарный второй вариант. Если будет первый вариант, к сожалению, пятую волну мы не поймаем, прошу прощения, пятую, но возьмем тогда коррекцию и большое падение. Но, в принципе, почему бы и нет? Возьмем два хороших профита. Почему я говорю про рост? Дело в том, что если мы посмотрим с вами экспирацию через неделю, то вы увидите 19735 опционных контрактов кол. 19 тысяч. Карл, 19. Это огромное количество для евро. Поэтому я предполагаю, что все-таки если у нас образуется начальный диагональный треугольник, увидим достаточно сильную коррекцию, после чего будем продавать. Ну и разумеется, после образования вероятной пятой волны около уровня 1.1270 рассматриваем покупки. И рассматриваем покупки в направлении уровня 1.1770. Пускай будет так, чтобы было легко запомнить 1.1270, 1.1570, 1.1770. Что ж это за уровни такие? Ну, во-первых, друзья, вот у нас 1.1570. Я думаю, все прекрасно видят, как профессионалы Чикаго каждый день накидывают 342 миллиона долларов, 262, 219, 246. То есть, но внизу то же самое. Они нормально себе так чувствуют себя. Они, опять же, прекрасно тоже видят
вероятность образования диагонального треугольника просто не до конца понимают, а куда сначала цена рванет. Вверх, потом вниз, или вниз, потом вверх. Цену зажало внутри диапазона. Однако, друзья, если мы с вами обратимся к данным толпы, поведения толпы брокера Оанда, то мы с вами увидим интересную вещь – ликвидность. Ликвидность по евро располагается внизу, а я говорил только что мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы сначала был рост, а потом падение, и потом покупаем. И вот почему покупаем, друзья, ликвидность. Ликвидность, про которую я только что рассказывал. Если у вас 10 миллиардов, вам нужно найти ликвидность. Вот она. Эта ликвидность содержит в себе стоп-лоссы покупателей и селл-стопы продавцов. Эту ликвидность крупный игрок пожирает и разворачивает рынок для того, чтобы заработать. А франк я взял в подтверждение. Если по франку мы посмотрим, то по франку ликвидность находится с другой стороны абсолютно. Вот она, маленькая моя. То есть по франку мы рассматриваем рост и потом поглощение крупным игроком ликвидности и продажа. Более того, по франку обратите внимание на открытые ордера, друзья. 85% толпы покупает, а мы с вами не будем толпой. Мы не будем покупать, мы будем американский доллар продавать, но не в торговом инструменте доллар-франк. Зачем нам торговать два зеркальных инструмента, у которых сильно отрицательная корреляция? Давайте лучше выберем евро. По евро мы уровни видим, по франку данных уровней мы не видим. Так нам их и не показывают по той простой причине, а зачем? Профессионалы на Чикаго тоже не дебилы. Они сидят и думают, ну вот нахрена нам торговать и евро, и франк, если это зеркала практически. Мы евро выбираем, так и евро ликвидность имеет какую, посмотрите, 263 миллиарда, 200 миллионов против 36 миллиардов 226 миллионов. Вы сами видите, насколько ликвидность по евро больше. Там же интереснее тусоваться, чем на франке. Но на франке в любом случае у нас есть некоторое подтверждение. Посмотрите, пожалуйста, очень свеженькие опционные месячные контракты put на 600 миллионов и 600 миллионов долларов. Причем, еще раз обращаю внимание, это контракты put, друзья, put, которые, по идее, должны быть внизу, а они находятся наверху. Это говорит о том, что профессионалы ожидают роста, потом коррекции и продолжения роста. И да, действительно, это вкладывается в основной план по франку с точки зрения волновой теории Эллиотта. У нас есть треугольник. А треугольник – это предпоследняя волна. Следовательно, есть предшествующая волна, предпоследняя волна и последняя волна. И разворот. Разворот как минимум в направлении средней линии треугольника, тем более здесь прекрасный есть уровень, который был уровнем поддержки, потом на этом уровне была очень крупная расторговка в виде треугольника, и мы направляемся минимум к данному уровню, а максимум туда наверх. А следовательно, друзья, если евро зеркален, то значит по евро мы направляемся куда-то далеко-далеко вниз. Но перед этим нам нужно красиво как минимум купить и потом как минимум продать. И вот евро прекрасен, прекрасен. Единственное, что еще раз я подчеркну, мне бы очень хотелось сперва увидеть рост к уровню 1.1570, потом поход за ликвидностью на уровень 1.1270, потом коррекционный разворот к 19 тысячам 735 контрактам месячным кол на уровень 1.1770 и оттуда большое падение. Вот это, друзья, глобальный план на данный момент. Но вы должны понимать, что в мире ситуация может измениться в любой момент, а следовательно на Чикаго профессионалы моментально могут переобуться. Для этого я и существую, я контролирую каждый день
все контракты. Если вдруг ситуация меняется, я, разумеется, в комьюнити об этом моментально сообщаю. Ну что ж, друзья, вот я тут упомянул нечаянно комьюнити, поэтому в конце лекции сегодняшней я вновь приглашаю вас душевно, душевно приглашаю в комьюнити Forex Times. Приходите, напишите мне в личное сообщение, приходите, никогда не пожалеете. Ну что ж, всем в таком случае на сегодня тепла, любви, счастья, мира, добра. Всем пока-пока.